Из разговора 27 марта. У меня за этот месяц какая-то защитная произошла реакция, что мне стало супер легко каждый день делать какие-то штуки. Я каждый день 10 минут учу итальянский, обязательно делаю зарядку и обязательно читаю книжку про инвестиции. Обязательно. У меня никогда не было характера, что я могу что-то постоянно одинаковое делать. А тут это как какая-то ритуальная штука происходит, типа жизнь идет своим чередом, ведь я каждый день делаю это. Я сначала перестала общаться с родителями и сестрой. Я, в принципе, человек, склонный к тревоге, страху. Я очень не люблю конфликты, и я боялась говорить со своими родителями. Я очень долго с ними после начала войны не разговаривала вообще, чтобы не ругаться. И потом как-то мы аккуратно начали разговаривать, они же знали мою точку зрения, они тоже ко мне так. Ну, то есть, знаешь, происходит такая жуткая вещь, друг другу не писали, не звонили на всякий случай, чтобы еще и не поссориться к этому всему. У меня есть родственники, двоюродная сестра и троюродные сестры, и мамин брат в Запорожье, Чернигове. А мама боялась им тоже писать, потому что тоже боялась поссориться и боялась узнать, что у них совсем плохо. Что кто-то ранен, например. А потом она написала, и ей ее племянница ответила, что вы нацисты и фашисты, бомбите наши города, и они все-таки поругались. Мои родители, им 72-73 года. Во-первых, они смотрят телевизор, они смотрят Первый канал. И во-вторых, для них, конечно, если кто-то их называет фашистами, им сразу очень сильно обидно становится. Вот, а там человек очень был в гневе, обижен, короче, сразу маме прилетела, и, понятное дело, она сразу подумала, что ну да, все, Америка их настроила против нас, я же просто хотела спросить, как вы. Сейчас я снова с ними общаюсь, я нашла правильную для себя ноту, где, чего, как обходить. То есть мы договорились, что война это плохо. Все на эту тему на одной стороне. Дальше, если вдаваться в подробности, начинаются подробности, которые мне не нравятся. И с мамой я могу чуть-чуть на эту тему говорить, и мы уже дальше идем, что пропаганда бывает и с одной, и с другой стороны. Окей. А с папой я уже не могу так. Он более радикальный, он про предателей Родины может сказать. Меня так может назвать время от времени. И я стараюсь не трогать вообще эти темы. Ну, то есть мы про какие-то другие там вещи говорим с ними, а про эти, ну, либо обходим, либо, ну, я не знаю. Где-то я молчу, и это, конечно, неприятно. Мне неприятно, когда они говорят некоторые вещи и видят, что я молчу, но они останавливаются. Ну, то есть такое, игра на нюансах. Я очень испугалась, когда Медведев сказал по поводу смертной казни. Я прямо ходила здесь, орала, сказала молодому человеку, что если смертную казнь примут, я уеду сразу. Он просто уезжать никуда не собирается. Так пригрозила ему, как будто бы он может пойти там к Медведеву и сказать, не принимая, то девушка уедет. У меня была очень долго мечта, в принципе, эмигрировать. Прямо годами была такая мечта. И я читала, как это сделать, как найти работу за границей. Хотя мне не очень профессия востребованная. А потом я начала встречаться со своим молодым человеком, а он прям совсем не хочет уезжать никуда. Прям вообще при вообще. У него есть работа, которую ему абсолютно точно придется менять, если нужно будет уехать. И я отложила эти мысли. И когда все это только произошло, я сначала запаниковала и подумала, что сейчас возьму все свои сбережения и уеду. Но очевидно, что тогда прекращаются мои отношения с родителями, и я уеду совсем одна, даже без друзей, вообще одна при одна. И я испугалась уезжать, и мне стало жалко моих отношений. И еще не было такого четкого плана, не было ощущения, куда ехать, что делать. Ну, то есть, мне не хватило чего-то. Или наоборот, у меня было слишком много любви, чтобы перечеркнуть ее и, ну, уехать просто. А потом у меня появилось ощущение, что, может быть, и правильно, что я осталась, потому что все-таки теперь нужно много всего делать, и когда это все закончится... Понятно, что я могла бы вернуться, но мне нужно поддерживать здесь кого-то. Может быть, я себя так успокаиваю, конечно, не знаю. Я решила остаться. Но у меня, видишь, да, проведена граница. Я готова уехать, если тут начнут расстреливать. Начинают расстреливать, я уезжаю. Я всех предупредила, все хорошо. Вот. Ну, пока что сижу, работаю, жду. Одна моя близкая очень подруга эвакуировалась из Одессы и доехала аж до Берлина. Рассказывала мне тоже, как там у них со всех сторон.
Было такое очень спокойное, приятное ощущение, когда Алла, которая вот эвакуировалась вместе с беженцами, рассказывала, как там беженцам помогают, что их много, что европейцы им помогают, что их никто не ненавидит. Было такое приятное ощущение, что где-то сохранилась любовь, взаимопомощь и что где-то все хорошо. Несколько моих друзей, самые близкие друзья, они не собираются возвращаться. То есть это прямо такие ребята, которые уехали навсегда. И мы общаемся, конечно, созваниваемся, общаемся в интернете, но это все равно значит, что мы попрощались. То есть они уехали, и они будут на расстоянии теперь всю жизнь. И это грустно. Когда один за одним уезжали, это было такое ощущение, не знаю, тревожное, и было так страшновато. А сейчас как-то вот этот вот отток прекратился, и мы просто общаемся на расстоянии. И я думаю, что если я, когда это все закончится, когда-нибудь все-таки перееду, может быть, я к кому-то из друзей смогу, ну, вначале переехать. То есть в каком-то смысле это даже успокаивает, что там есть люди, и если что, есть какая-то зацепка и какие-то близкие. Самое такое, что запомнилось, это как раз как Алла уезжала из Одессы, потому что я была все время на связи. И когда начали бомбить сначала, там несколько ракет прилетело в первый день. Она испугалась, и они вот несколько дней решали, что делать. И я как-то ей помогала. Созванивалась с ней, чтобы она успокоилась. Мы думали с ней, как выехать, там, с той стороны Молдавия ближе. И потом, когда они начали ехать, мы все время созванивались. Но это такое было не грустное ощущение, а была цель, чтобы она выехала и выбралась. И там была такая загвоздка, что вот у нее есть сын, у нее русское гражданство, а муж и сын у нее украинцы. И они не расписаны с папой и сына, и поэтому он должен был написать такой специальный документ, в какие страны он разрешает выезжать. И там не было Молдавии, потому что они никогда не думали, что надо будет путешествовать в Молдавию. А уже в этот момент никакие нотариусы, конечно, не работали, уже война началась. А он выехать не мог через границу, потому что, ну, вроде как мужчин призывного возраста не выпускали. И это опасно вообще с ним проезжать, только женщины и дети. И она поехала на свой страх и риск. По закону ее не должны были выпустить с ребенком без разрешения папы, ну, тем более, что она русская. И они поехали просто так, надеясь, что им удастся договориться, и в итоге у них получилось выехать. Такой, знаешь, не эмоциональный был момент, а просто вот мы делали дело, то есть мы нашли машину, она собрала вещи, что-то продала быстро. Потом в машине они всю дорогу до границы. Там на самом деле близко, но машины стояли в такой пробке, и это тоже было тяжело и страшно. Там еще не бомбили в тот момент, но все равно так не по себе было. Потом ее все-таки выпустили, и мы очень сильно радовались, что ее выпустили. Она рассказывала, как в Молдавии дедушка какой-то увидел ее и сказал: «Вы беженцы, что ли?» И дал ей банку варенья и какую-то денежку. И это было очень трогательно, и она даже растерялась. Ну и потом там было непонятно, куда деваться. Мы же созванивались все время, она рассказывала. Там беженцы останавливались в каком-то большом стадионе, их так много-много, и многие были в растерянности, не знали, куда дальше ехать, куда податься, что делать. И она все время как выживальщик договаривалась со всеми волонтерами и куда-то... Просто было ощущение, что у нее вот вектор какой-то сложился. Я еду в ту сторону, на запад, подальше от этой границы. И она ехала, ехала, ехала через Румынию, через Венгрию и дальше на автобусе до Берлина. Не то чтобы у нее была именно цель туда попасть, она просто на каком-то уже автомате. Она испугалась и побежала. Просто ехала и все. При этом, при всем, у нее же трехлетний сын на руках, с которым тоже очень весело, потому что он, ну, ему надо отдыхать, он не понимает, что вообще происходит, и ему весело иногда. То есть никому не весело, а ему весело. Это как, знаешь, очень маленький ребенок на поминках так себя ведет, типа: «А у кого день рождения? Почему все пришли? Давайте веселиться».